Вторая часть нашего нового цикла об истории эволюции человека посвящена первому официально признанному представителю рода Homo – человеку умелому или Homo habilis. Внешне эти ранние люди недалеко ушли от своих предков, австралопитеков. Они были намного умнее и сообразительнее. Это выражалось в умении изготавливать и применять более сложные орудия труда. Из этого выпуска вы узнаете о том, как был открыт этот вид, какими были социальные отношения в обществе хабилисов и как они развивались, дав начало последующим разновидностям людей. Подписывайтесь на наш канал, и тогда вы будете первыми узнавать о выходе новых выпусков. Также мы призываем зрителей поддержать создателей канала при помощи лайков и комментариев. Первый экземпляр останков ранее неизвестного гоминида, которого впоследствии отнесли к роду Homo и назвали «человеком умелым», был обнаружен в Олдувайском ущелье на территории Танзании в 1960 году. Обнаружили его археологи Луис и Мэри Лики. В их распоряжении оказалась стопа, пяточная кость, ключица и осколки черепа 11-12-летнего ребенка. Что примечательно, останки гоминида были обнаружены рядом с костями саблезубого тигра Смилодона. Описали свою находку супруги в 1964 году. Изначально они выделили нового гоминида в отдельный род, названный ими Предзинджантроп. Определение «человек умелый» появилось гораздо позже, с появлением других находок и отнесением их к роду Homo. На данный момент останки хабилисов обнаружены по всей Южной и Восточной Африке. Также установлено, что они самостоятельно переселились в Евразию и, вероятно, стали предками знаменитых хоббитов с острова Флорес. Возраст имеющихся в распоряжении ученых костей человека умелого составляет от 1,5 до 2,3 миллиона лет. Средняя масса головного мозга хабилисов составляет 650 граммов. Это намного больше, чем у австралопитеков, но почти в 2 раза меньше, чем у современного человека. Реконструкции скелетов Homo habilis позволяют предположить, что их средний рост составлял от 120 до 140 сантиметров. Точно определить массу их тела на данный момент достаточно сложно. Ученые предполагают, что в зависимости от пола средний вес этих гоминид мог быть от 30 до 55 килограммов. Зато по своему строению мозг хабилиса сильно отличался от мозга его предшественников. Его затылочная доля сильно уменьшилась, а височная и лобная доли, наоборот, увеличились. Это говорит о более развитом интеллекте человека умелого. При этом череп человека умелого расширился в подглазничной и теменно-затылочной областях. Кроме того, ученые отмечают, что у детенышей хабилиса при рождении голова по отношению к пропорциям тела была значительно крупнее, чем у детенышей австралопитеков. Наличие характерной выпуклости внутри тонкостенного черепа хабилисов говорит о наличии у них центра Брока, отвечающего за речь. Правда, строение их гортани позволяло издавать ограниченный набор звуков, то есть эти первые люди не могли полноценно общаться между собой в нашем понимании этого слова.
Также в строении ротового аппарата человека умелого наблюдается тенденция к уменьшению размеров челюстей и клыков, а зубная эмаль стала более тонкой. Судя по строению тазовых костей и ног, человек умелый был еще более приспособлен к прямохождению. В распоряжении исследователей имеется не очень много костей, составлявших нижние конечности. На данный момент описаны 5 фаланг их пальцев, 5 костей ступни, пяточная кость и лодыжка. По своему строению это была достаточно примитивная нога. Но первый палец стопы человека умелого уже не был отведен в сторону. Он, как у всех последующих видов людей, располагался вместе с остальными пальцами. Кисти рук хабелесов еще сохраняли следы приспособленности к лазанью по деревьям, но их строение было более прогрессивным и похожим на руки более развитых видов человека. К таким признакам относится расширение ногтевых фаланг. Это говорит о формировании пальцевых подушечек, обеспечивающих более тонкое осязание. Строение кистей рук обеспечило формирование так называемого силового захвата. Это обеспечило возможность изготовления более совершенных орудий труда. Правда, ученые уверены, что строение кисти хабелесов сильно отставало от уровня развития мозга. Это значит, что его руки были не способны на реализацию всех возможных задумок. Изделия, изготовленные человеком умелым, относятся к колдувайской культуре. По традиции, название археологическим культурам дается по месту обнаружения связанных с ними находкам. Именно в ущелье Алдувай были найдены первые камни, обработанные руками хабелесов. Интересно, что практически все орудия труда человека умелого были выполнены из кварца, а в окрестностях его стоянок месторождений этого минерала не наблюдается. Это означает, что наши далекие предки могли проходить более 10 километров в поисках нужного сырья. Но в то же время человек умелый относился к своим поделкам не очень бережно. Скорее всего, хабелесы не стремились к сохранению инструмента и оружия. После применения они могли выкинуть свое изделие, а в следующий раз изготавливали его заново. К наиболее часто используемым в быту Homo habilis инструментам исследователи относят 7 предметов. Все они изготавливались из камня, имели разные размеры и отличались по форме. Это были ударный инструмент в виде грубо обработанной гальки, бифас – специальный инструмент, предназначенный для рубки, небольшой заостренный камень, который мог использоваться как для выкапывания кореньев, так и для прокалывания съедобных плодов. Округлая галька, напоминающая ядро, она могла использоваться в качестве своеобразного отбойника. Большой плоский камень, служивший условной наковальней или рабочим столом. Каменный резак, которым удобно разделывать добычу и снимать шкуру с убитого медведя. Специально обработанный камень, применявшийся для доводки уже готовых орудий труда. Еще одним интереснейшим предметом из обихода человека умелого были самые настоящие лопаты. Конечно, изготавливались они из кости и были не такими функциональными, как привычный нам садовый инструмент. Но изобретение такого инструмента очень много говорит как об интеллекте хабелесов,
так и о навыках работы с разными материалами. Исходя из назначения найденных инструментов, можно предположить, что большая часть жизни хаббелисов была посвящена добыче пропитания. Также становится понятно, что они были всеядными существами. В их рацион входили как мясо, так и большое количество растительной пищи. Не брезговали наши далекие предки и насекомыми. Сложно сказать, насколько умелыми охотниками были хаббелисы. Судя по найденным костям, основной их добычей были некрупные копытные, вроде антилоп. Но также на их стоянках археологи находят кости более крупных животных, например, слонов. Могли ли эти примитивные люди добывать слонов при помощи охоты или отбивали их туши у других хищников, пока остается загадкой. Может быть, человек умелый уже додумался до хитроумных ловушек, а не просто бегал за добычей с камнями и заточенными палками. Среди ученых сейчас также обсуждается вопрос умения хаббелисов строить жилища. Если австралопитеки, в лучшем случае, могли сооружать временные гнезда для ночевки, как это сейчас делают гориллы и орангутанги, то первые люди, возможно, перешли на следующую ступень. При археологических раскопках стоянок человека умелого найдены следы предполагаемого строительства более долговременных сооружений. Скорее всего, это были простейшие навесы из веток и листьев. Скорее всего, от опасности и непогоды они предпочитали прятаться в пещерах и гротах. Также считается, что Homo habilis стал первым гоминидом, использовавшим разделение труда. Есть предположение, что самцы занимались в основном охотой, а самки — собирательством, выкапывая съедобные коренья и собирая плоды. Но из-за малой численности взрослых особей в группе от хищников им приходилось отбиваться всем вместе. Пока сложно судить о социальной структуре общества в те далекие времена, можно точно сказать, что хаббелисы жили небольшими семейными группами. Они вели кочевой образ жизни, перемещались вслед за миграциями животных или просто в поисках более пригодных для жизни мест. Однозначно можно утверждать, что при таком уровне интеллекта и развития речевого аппарата в семьях происходила передача знаний об окружающем мире и полезных навыков. Как мы уже говорили, полноценно разговаривать они не умели. Но общаться при помощи жестов и мимики, а также показывать все на личном примере, вполне были способны. Изобретение и возможность использования такого большого количества инструментов и развитие самых разных навыков косвенно говорит о наличии у хаббелисов сознания. Конечно, человек умелый не был великим мыслителем, но уровень понимания своего места в мире среди хаббелисов был значительно выше, чем у их прямых предков, австралопитеков. В любом случае, Homo habilis в своем развитии намного превзошел австралопитеков и положил начало развитию человека как покорителя всей природы на планете. Тенденция к увеличению объема мозга способствовала дальнейшему развитию интеллекта и навыков выживания в опасном окружении. Также среди хаббелисов впервые проявились навыки социального взаимодействия, сохранившиеся в человеческом обществе на несколько миллионов лет. Дальнейшая эволюция человека умелого
привела к выделению новой ветви развития — человека прямоходящего или Homo erectus. Среди ученых все еще ведутся споры о том, являются ли эректусы нашими прямыми предками. Но на их примере можно прекрасно изучить, как развивались наши предки в дальнейшем. Именно об этом виде людей мы и поговорим в следующей части нашего цикла про эволюционный путь человечества. В завершении выпуска мы, как всегда, благодарим зрителей, досмотревших его до самого конца. Больше узнать об истории изучения предков современного человека, а также различных живых организмов из разных эпох можно из других роликов, размещенных на канале «Эпоха динозавров». Также из них вы узнаете о современных экологических проблемах и прогнозах ученых на будущее человечества.